Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что же случится или произойдет со дня на день. И я специально не ставлю конкретных сроков, в среднем, думаю, неделю. У кого-то, особенно карты пасьянса, могут пару-тройку дней проиграться, я такое допускаю. У кого-то вообще ничего не может проиграться, правда. Давайте будем реалистами. Но иногда и затягиваются по срокам до 2 недель. Мы все разные. Ну и давайте рассмотрим один из тысячи, возможно, альтернативных вариантов развития событий и узнаем, что же там случится, что произойдет. А я вас хочу пригласить на свой сайт, там астрологический гороскоп. Именно по тенденциям планет, вот что нам обещают звезды. Прочитайте, подсказок будет больше. Итак. Что там случится, произойдет у скорпионов, с чем это будет связано. А пусть это будет отдых, и у нас ретро Меркурий нас не призывает куда-то спешить. Тут наоборот могут быть задержки. И посмотрите, у вас маска. Или это конкретный человек, которому вы не доверяете. Или когда вы где-то, вы люди очень интуитивны, вы можете чувствовать. И нет, маска, я тебя знаю, но что-то ты мне тут не договариваешь. Вот я такое могу предположить. Поэтому будьте внимательны. Может быть, и вам самим приходится одевать маски, если обстановка к этому вынуждает. И этого я тоже не исключаю. И период-то он такой, что, правда, может быть, тысяча еще пока неопределенности. Куда, что, как сложится. Ведь даже если мы ретро-Меркурий, он дает нам какую-то путаницу, сбивчивую информацию или такую разношерстную информацию. Пришло одно известие, через пару часов что-то противоположное. И я могу такое предположить. Но так или иначе, смотрите, у вас открытый путь. Может быть, это вы поедете куда-то. Пусть эта поездка будет, нам ведь не говорят, может быть, это по делам, какие-то учреждения, инстанции, согласования. Но в любом случае, больше ключ нам говорит о том, что ключи в ваших руках. И вам нужно какую-то, может быть, и хитрую тактику продумать здесь. По крайней мере, может быть, вот уделить внимание тому, что важно вам, мои дорогие скорпионы. Ключи-то ведь в ваших руках. Может быть, кто-то за вами наблюдает, кстати. Вот этого я тоже не исключаю. Но у вас радость. Посмотрите. Выпадает радость. Это уже позитивный момент. Вы знаете, тут может быть неожиданное известие. Колокол – это всегда неожиданность какая-то. Но рядом у вас венок, поэтому пусть будут приятные какие-то неожиданности. Но будьте готовы к тому, что вам придется что-то переиграть. Переиграть, пересмотреть, передумать. Потому что колокол чаще всего это каким-то образом, пусть даже это известие связано с внешними событиями, например, да? Это то, что мы слышим в средствах массовой информации. Или это связано с конкретной персоной. И не к вам непосредственно это имеет отношение, или не вы сами это все инициируете, но какая-то увязка с вами это имеется. Или вот эта новость, она каким-то образом тоже к нам приходит не случайно, значит, мы должны что-то додумать. А вот смотрите, придет одна как будто новость, а следом еще и молния. Тут может быть и не одно событие, не одна какая-то информация, а когда следом приходит еще и другая. И если мы говорили о ретро-Меркурии, ну, может быть такое, пришло, как я сказала, одно, через пару часов что-то противоположное. Я должна сказать, что скучать вообще-то будет некогда. Будет так это интересно. И, может быть, это вы, исходя вот из палитры событий, примете решение куда-то поехать. И вы чего-то не захотите откладывать на потом. Я это не исключаю. В нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды. Как по вертикали, так и по горизонтали у вас выпадает семейное счастье. И это могут быть как и вопросы дома, жилья, что-то связанное именно с жильем, или что-то в вашем доме. Но это могут быть еще и домочадцы, ваши близкие, ваши дети, или просто какие-то родственники, или пусть это будут друзья, или, но это тот круг, кто к вам в дом вхож.
но тем не менее карта все-таки подкова, да, она об удаче, об счастье, о каком-то позитивном моменте. Правда, может быть, как и молния вот с чем-то подобным будет связана, так и вот это неожиданное какое-то известие, которое... Я такое могу предположить, ведь мы не ожидали, поэтому мы сначала словно опешили. Но тем не менее, для вас хоть камни с неба, а для вас может даже какая-то неожиданность сложиться в красивый узор. К вам кто-то может приехать. Бокал– это гости. Или вы сами к кому-то в гости засобираетесь, мои дорогие скорпионы. И такое я тоже не исключаю. Ну, так насыщенная, интересная жизнь в ближайшие дни. Или пусть это просто у кого-то будет связано действительно с информацией, которую вам придется додумать, обдумать, как-то проанализировать и переложить во благо самому себе или самой себе. Так, интересно. И вот я пока с вами говорю, смотрю, что у нас еще могло сойтись. И, кстати, э, ожидание. Может быть, это вы ждете какого-то события, и вот не очень быстро вы уже в чем-то даже можете начать сомневаться. Ведь у нас совпадает, если мы сложим дерево, вот это листва и маска. Это вы можете уже сомневаться, потому что какое-то дело, может быть, застопорилось, все никак не продвигается. Вы можете думать, что задумал, к примеру, человек, что он там замышляет, какой план коварный. Но, знаете, не бегите впереди паровоза, правда, хочется сказать. Тут как будто жизнь откроет пути и все будет расставлять на свои места. И просто будьте готовы, хочется сказать, к неожиданным известиям, событиям. Но для вас каким-то образом это все равно складывается в хороший узор, в радость и в семейное счастье. Или в какие-то важные согласования по части вашей личной жизни или вашего дома. Хотя я допускаю, что придется что-то переигрывать, пересматривать. Почему нет? Давайте узнаем ваше настроение. Вот настроение Скорпиона в связи с этими событиями. Что это для вас? Что это для вас? Называется «Еду медленно, но еду вперед». Кстати, рыцарь Пентаклей– это какая-то траектория, словно марафон, причем на длительный период, и вы с чем-то будете определяться. Ведь рыцарь– это самый Пентаклей, хоть он и самый медленный, зато он самый надежный. Потому что он специально не спешит. Ему нужно все рассмотреть. Ему нужно разделить, словно зерна от плевел, и понимать, что имеет продолжение и смысл, а что пустая трата времени и сил. Вот вы с чем-то подобным будете на далекую траекторию определяться. Но это хорошее настроение. Это, знаете, когда мы понимаем, зачем и что мы делаем и куда же мы идем. Но, видимо, по королеве мечей рационализм все-таки он вам будет присущ. И это не совсем эмоции, да, точнее, ни разу не про эмоции. Есть, стало быть, какие-то на повестке ближайших дней события, которые требуют рационального решения. Может быть, это какие-то согласования, возможно, с чиновниками, когда вы сами себе задумали, что вот да, у меня есть мой план, вот маска, а приходится, ну, в каких-то стесненных рамках, в каких-то ограниченных условиях эти согласования проводить. Вам нужно как бы и свое не упустить, и в то же время решить какой-то вопрос. Вот какой-то ребус вы можете, мои дорогие, складывать, скорпионы, и здесь больше рационализм и логика, но у вас все получится. Вы знаете, все-таки у вас позитивная энергия, а иногда это бывает какая-то помеха, которую вы можете устранить. И может быть это та помеха, которая тянется какое-то время. А тут у вас в ближайшее время будет возможность. И кто-то из вас уже разуверился, думал, что ну, это будет длиться вечно. А тут, знаете, как врываются какие-то новости или информация, ну, буквально больше радости. И что-то как закрутилось, приняло ход, оборот, и вы останетесь довольны. Но это точно. Тут по финансам, кстати, можете остаться довольны, потому что все-таки это у нас тут хозяин таверны, или по вашему личному делу, личному творчеству, бизнесу. Тут тоже что-то как продуктивное время, и это вас, безусловно, радует. Это пусть карта эгоиста, когда мы сами на своей волне, ну и мы все-таки смотрим в целом. Поэтому
С одной стороны, могут быть такие энергии, не хочу ни во что ввязываться, но палитра выстраивается такая событий, что и не упустить какую-то возможность тут тоже будет важно. Но, видимо, рационально вы какие-то решения будете принимать. Смотрите, я тут вижу, у вас получается, может быть, решить финансовый вопрос или какое-то дело, которое тоже может быть с проплатами какими-то или стоимостью, ценой, я не знаю, но это и ваше решение, это и какие-то дела, и может быть еще одновременно согласование. Но вот я вижу больше какой-то деловой аспект, который, ну, даже если было, знаете, как непонятно, как к этому подступиться, а вот здесь уже понятно становится. Вы остаетесь чем-то довольны. Ладно, давайте мы узнаем, в каких сферах жизни вам придется принимать важные решения, хотя я могу допустить деньги или какая-то денежная история. Но, может быть, это и связано с жильем, кстати, местом пребывания, проживания. Ну, давайте узнаем, в какой же сфере. И вот по девятке жезлов мы уже с вами говорили, что здесь очень аккуратные шаги. Где-то дополняет карта рыцаря Пентаклей, он очень осмотрительный. И жезлы, дела, работа, бизнес или, опять же, согласование, важные бумаги, искусство мелких шагов. Здесь вы что-то так потихоньку, не спеша, по части дома, личной жизни, да, финансового благополучия. Посмотрите, праздник после победы, мне нечего добавить. Здесь для вас, мои дорогие скорпионы, важно все по четверке жезлов. И ваши близкие, и домочадцы, и планы на будущее. Вот как-то все складывается в один узор, но может быть, и даже если есть какие-то неожиданности, они вас могут подталкивать к каким-то важным решениям, как будто вот только так и никак по-другому. И в конечном итоге вы действительно остаетесь собой довольны. Даже не хочу тут доставать какие-то карты. Вот посмотрите, две такие по максимуму благополучные карты, которые даже там хоть что бы там у нас ни складывалось, но в итоге мы остаемся довольны. Но внимательному быть стоит. Посмотрите, девятка кубков. Да, карта всяческого благополучия. А вот тут вот есть мышка, крыска, а у вас есть маска. Будьте хитрее, мои дорогие скорпионы. Тут кто-то вам может завидовать и наблюдать. Есть такое. Может, кто-то и не очень рад вашим победам. Ну, вот такой тонкий нюанс, но все-таки сказать надо, правда? Ладно, поездки, возможные перемещения, самые разные направления, ну и дистанция тоже, как вот в целом ближайшие дни, поездки. Тут скорее какая-то решимость и выбор направления. По пажу жезлов может быть поездка, потому что вы узнали новость, информацию, мы об этом говорили, и нужно вот, ведь по пажу это идет информационный поток, а потом мы что-то обдумываем и, ну, настраиваем себя. Либо будем действовать так, или действовать как-то по-другому, или в одну сторону поедем, или, допустим, поедем куда-то в ином направлении. Вот что-то такое в зависимости от информации будет означать выбор направления. Но это как первые шаги. А от чего-то вы откажетесь. Смотрите, тут вы будете пересматривать, это факт, какую-то свою стратегию, тактику. И я надеюсь, 13-й старший аркан, вы, мои дорогие скорпионы, понимаете прекрасно, что это не про смерть, это завершение, это окончание, это трансформация. Да, какой-то период жизни ваш заканчивается, как эпоха, если хотите. И ведь с учетом пажа жезлов, это мы отказываемся от чего-то совершенно легко. Нас это уже не беспокоит. Наоборот, мы больше радуемся, потому что какая-то, как, знаете, груз с души или словно груз с плеч, да, вот он сваливается, падает. Он не нас уже эмоционально не цепляет. Так и мы понимаем, что тут ведь честность с самим собой, она предусмотрена. Почему? Потому что все равно нам говорят, то, что должно, оно закончится. И мы как раз можем испытывать больше бодрости, больше как приток жизненной силы, потому что нам не надо эти силы тратить в каком-то направлении. Вот что-то завершается. Ну, может быть, для того, чтобы заключительный какой-то аккорд сыграть, вы куда-то и поедете. Но, мои дорогие скорпионы, для вас нет ничего невозможного. Карта мага. Маг – это у нас практик.
но имейте в виду, у вас два старших аркана. Тут как по судьбе какая-то ситуация. Она может быть долгое время, на самом деле. Я говорила, ожидание листва и маска. Может быть, и вы тут кому-то не верили. Да тут тысяча каких-то, может быть, нюансов мелких, когда либо ожидание превратилось в какой-то хаос. Я могу такое предположить. Или когда вы людям тоже, людей много, толку мало, может быть и так. Может быть и многозадачность какая-то. Но вот вы постепенно все как ненужное, наносное или то, что не служит продолжением и прогрессом для вас, вы это все отметаете. Вот как маг. Он быстро все расставляет по своим местам. Единственный момент это у вас на поездке выпадает. Поэтому, правда, тут есть какой-то ряд вопросов, которые вы не можете отложить на потом. Но помните, когда выпадает аркан мага, мы не должны замыкаться в какой-то внутренней, глубокой философии на мелком месте. Иначе мы сами себе наколдуем не ту реальность. А если мы мыслим позитивно, то мы преодолеем все, что угодно. И на картах пасьянса нам ведь тоже показали, что это может быть сначала та новость, которая вас как обезоруживает или ставит в тупик. А на самом деле, если мы так хладнокровно, как маги и волшебники, вот вы, мои дорогие скорпионы, продумаете, вы поймете, что, а ведь и правда, какая-то белиберда у меня заканчивается. Провожу-ка я ее окончательно из своей жизни. Вот что-то такое. Для вас нет ничего невозможного. Ладно, а что будет продолжено? Будет ли что-то продолжено вот из этой истории? Продолжение следует. Опять же, правильное какое-то новое направление. Рыцарь мечей – это когда мы вообще тут можем что-то видоизменить. Или когда мы и собственное направление можем изменить. Будьте внимательны, тут, может быть, и придется по высшим инстанциям каким-то прогуляться, по чиновникам, согласовывать документы. И вы знаете, эта карта вот как у мага. Никаких эмоций. Хоть и рыцарь мечей, где-то карта говорит, что будет продолжено, с нами могут спорить, поэтому будьте к этому готовы. Для кого-то из вас, если вы занимаете руководящий пост, мои дорогие скорпионы, какой внезапный проверяющий вот какой-то может быть. Вот это иногда проигрывается в моих раскладах, я уже заметила. Поэтому, знаете, ну у вас ведь, посмотрите, даже если кто-то приходит, а проверяющий всегда это тот, который настроен уже, он там что-то себе надумал и приперся, будем говорить, да? Но вы-то маги и волшебник, и вы тут перевернете все, если нужно, либо с ног на голову, ну, иногда и этого требует события, или наоборот. Если все перевернулось в хаос и стоит на голове, то вы расставите все по местам, вернете так, как вы этого хотите. Но хладнокровие, рационализм и логика, да, и никаких эмоций вам буквально помогает. Но что-то будет еще продолжено, какая-то история, она близится к завершению, или она как будто трансформируется, поэтому холодная голова дважды, трижды вам помогает. Да, вам придется хитрить. И для кого-то семерка мечей может говорить как подсказка. Будь внимателен, Скорпион. Иногда эту карту называют карта вора. И здесь может быть даже банально. Будь внимателен не только к кошелькам, к сумочкам, да, но еще к паролям аккаунтов. Какая-то кибербезопасность, она все-таки в наше время безусловно присутствует. Я часто об этом говорю. Проверьте, когда вы меняли пароли, может быть, пароли к платежным системам, электронным системам взаиморасчета, это все для вас важно. То есть не буквально, да, воришка какой-то может быть, а это увод какой-то информации. Будьте внимательны. Но эта карта призывает вас примерять маски. У нас как будто молодой человек и лиса расходятся в разные стороны, и каждый оглядывается. По этой карте есть такое значение – забрать свое. И если нужно забрать свое, то и действовать как-то придется иррационально. Будьте хитрей. Продолжение следует, да, тут какое-то неоднозначно. Посмотрите, вы все равно можете... Карта Солнца в конечном итоге, карта Мага, карта Солнца. Позвольте закончиться какой-то ситуацией. И я такое допускаю, кстати.
Кому-то из вас, мои дорогие скорпионы, придется принимать Соломоново решение. И это Соломоново решение касается вашей буквально места пребывания, вашей безопасности, вашей финансовой стабильности и одновременно планов на будущее. Я так и хочу вот эти все 4 карты положить вот прямо так, как они у нас выпали. Смотрите. О, какие. Видите, что на кону стоит? Поэтому хоть камни с неба, хоть там какие-то несогласные или какие-то внезапные персонажи, которые материализовались в нашей жизни по разным причинам, то да, и хитрее, и ловчее, и мудрее, и хладнокровнее. Позвольте, может быть, завершиться тому, что в любом случае, тут ведь как высшие силы, когда старшие арканы это обстоятельства складывают для нас жизнь, обстоятельства как-то определенным образом. И тут не на все мы влияем, но для нас, видимо, где-то увернуться придется, успевать, а где-то и поставить в чем-то точку. Но на кону нечто более важное. То, чем вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев. Вот интересные могут быть дни, не упустите чего-то. Верьте сами в себя, в свою звезду. Будьте магами и волшебниками, я всегда говорю. Хоть и часто на карте мага изображается именно символ Меркурия. Но я говорю, сама карта Таро – это про Скорпиона. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы. Не скрываю. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.